опубликованы первые официальные данные об исследовании Плутона. Оказывается, карликовая планета окружена тонкой атмосферой, состоящей из мельчайших органических веществ. Ученые полагают, на Плутоне происходит вулканическая деятельность. Равнина-спутник шириной сотни километров лишена ударных кратеров. Активные геологические процессы быстро их скрывают. Еще одна загадка в том, что область, напоминающая сердце и названная регионом Томба, имеет разный химический состав левой и правой части. На основании этих открытий ученые начали сбор подписей за возвращение Плутону статуса полноценной девятой планеты Солнечной системы, которого он лишился в 2006 году. По мнению ученых, озеро Восток в Антарктиде может быть аналогом внеземной жизни. Находится оно под 4-километровой толщей льда. На планетах, у других звезд и даже на некоторых спутниках Солнечной системы под слоем льда есть озера и даже океаны. Это верный знак для поиска внеземной жизни. На Южном полюсе Земли ученые обнаружили в озере Восток около 40 известных и еще 2 уникальных вида бактерий. На протяжении многих миллионов лет вода этого озера не имела никаких контактов с земной атмосферой. Значит, эволюция живых организмов, которая происходила в этом озере, могла проходить по совершенно другим законам, нежели чем на поверхности нашей планеты. Роскосмос и Европейское космическое агентство будут исследовать Луну вместе. В ближайшие годы к нашему естественному спутнику отправится модуль Луна-27 или Луна-Ресурс. Его посадка должна произойти на Южном полюсе, в кратере Эйткен. Вслед за абсолютным рекордсменом мира по пребыванию в космосе Геннадием Падалкой, американский астронавт Скотт Келли тоже установил национальный рекорд. Его время пребывания на орбите составило 386 суток. Он обошел астронавта Майкла Финка, рекорд которого держался с 2011 года. В эти дни перед рассветом в восточной части небосвода можно увидеть парад планет. Венера, Юпитер, Марс и Меркурий выстроились на одной линии. Ярче всех на небе Венера, а вот Меркурий можно разглядеть только в южных регионах России. Так называемые столпы творения в центре туманности Орла. Межзвездные газ и пыль, формируя новые звезды, сжимаются в виде колонн. Снимок получен с помощью узкополосных фильтров, пропускающих излучение атомов водорода, серы и кислорода. Расстояние до туманности Орла – 7000 световых лет. Этот объект созвездия Ориона называется Хербига-Ро-212. На фотографии молодая звезда, которая выбрасывает каждые 30 лет 2 симметричных джета со своих полюсов. Млечный Путь огибает небосвод в Намибии. Сверху самая яркая звезда ночного неба – Сириус. Светящиеся туманные пятна – Магеллановы облака. Внизу – полная луна во время затмения. Красный цвет – водородные или эмиссионные туманности, которые можно зафиксировать только с помощью специального фотоаппарата. Высоту в 100 километров над уровнем моря, которую условно считают нижней границей космоса, называют линией Кармана. Американский ученый Теодор фон Карман определил, что на этой высоте атмосфера нашей планеты настолько разрежена, что самолеты летать не могут. Для движения в такой среде летательный аппарат должен развить первую космическую скорость. Первым искусственным объектом, пересекшим линию Кармана, стала немецкая баллистическая ракета Фау-2. В 1944 году она достигла высоты в 188 километров. Первыми же млекопитающими, которые отправились на границу космоса, были собаки Дезик и Цыган.
22 июля 1951 года с полигона Капустин-Яр на ракете Р-1В они достигли высоты 101 километр и благополучно приземлились. А 26 октября 1976 года на орбиту был выведен первый в мире серийный спутник прямого телевизионного вещания «Экран». Запуск аппарата обозначил новый этап в развитии спутниковой связи СССР. «Экран» ретранслировал цветные и черно-белые программы центрального телевидения на районы Сибири и Крайнего Севера. Спутник массой 2 тонны проработал на геостационарной орбите год. Венера вновь под пристальным вниманием ученых. Проект Венера-Д – детальное исследование второй планеты Солнечной системы. Цель миссии – выяснить, почему эволюция двух планет-близнецов, Земли и Венеры, пошла разными путями и не ждет ли нашу планету парниковый эффект ближайшей соседки. Об этом в репортаже Ксении Зимы в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные.